Всем привет! Сегодняшний наш обзор будет посвящен одному умному ZigBee выключателю, который мы установим вместо обычного и получим умную люстру в нашем умном доме. Вместо привычного реле используя семистр, который при работе не издает никаких звуков, в отличие от клацающего реле. Управлять освещением можно теперь даже не находясь дома, а имея под рукой только смартфон с выходом в интернет. Можно включать-выключать по расписанию, по детекции движения или даже по автоматизации с рассветом или заходом солнца. Но самый большой его плюс в том, что его можно установить вместо любого выключателя. Нулевая линия ему не нужна. Поставляется в небольшой картонной коробке без логотипов и прочих отличительных знаков. Просто надпись «Умный дом». На одной из граней небольшая наклейка с моделью, а именно ZS-SF11ZGW и указание количества кнопок. Бывает как с одной, так с двумя, так и тремя выключателями. И вольтаж. В моем случае 220 вольт. А внутри у нас находится сам выключатель, инструкция, конденсатор и два винта для крепления. Инструкция выполнена достаточно качественно. Даже не поскупились напечатать ее в цвете. Из инструкции полезно это только схема подключения, QR-код для скачивания приложения Smart Life и указание максимальной нагрузки, которая для LED ламп не должна превышать 120 Вт на линию, для энергосберегающих ламп 200 Вт на линию, а для обычных ламп накаливания до 500 Вт. Конденсатор имеет маркировку WQC 475G500 VDS. Согласно даташиту функции, это конденсатор подавления помех из металлизированной полипропиленовой пленки. Номинальное напряжение 250 вольт, емкость до 10 микрофарад. Диапазон рабочих температур от минус 10 до 110 градусов по Цельсию. Минус в нем только один. На контактах нет изоляции. Рекомендую посадить их в термоусадку. Я решил выбрать обычный выключатель, а не с сенсорной кнопкой, как вы видели в прошлом моем обзоре. Также этот выключатель у нас работает по протоколу ZigBee, а значит для него будет необходим ZigBee шлюз. Ссылку на этот выключатель, также на версию с Wi-Fi и на ZigBee шлюз я оставлю в описании под видео. Размеры выключателя составляют 86 мм на 86 мм. Глубина порядка 41 мм. Подразделитель нужен для нас стандартный, круглый. Для удобства монтажа выключатель как бы состоит из двух частей. Верхняя часть с кнопкой и сам выключатель. Под кнопкой расположились два светодиода индикации работы. Синий и зеленый. Для удобства монтажа выключатель как бы состоит из двух частей. Верхняя часть с кнопкой и сам выключатель. Как минимум кнопка включения-выключения расположилась по центру выключателя, но есть места еще под две кнопочки. Аккуратно поддев верхнюю часть платы, вытаскиваем ее из разъемов. Это по сути мозги нашего умного выключателя. За умность девайса отвечает ZigBee модуль ZS2S. Он состоит из чипа RF процессора и нескольких периферийных компонентов с встроенным стеком сетевых протоколов 802.15.4PHI MAC ZigBee. Снимаем защитную пластину и выкручиваем три небольших винта и достаем нашу плату. В качестве управляющего элемента вместо привычного нам уже реле установлен семистр VBTA 16800SV. На него производитель не поскупился. На довольно большой радиатор. Но если присмотреться, то этот радиатор просто используется для одного вида. Для 1, 2 и 3 кнопочных версий выключателя. Пайка и монтаж нормальный. Соплей, припоя, несмытого флюса я не увидел. И да, вот находится эта пищалка, которую при необходимости можно выпаять. И тогда писк включения-выключения не будет вас доставать. Что я, кстати, и сделал, потому что пищащий выключатель, особенно по ночам, это полное зло. Перед монтажом проверим работу на демо-стенде. Проверить я хочу, насколько нагревается конденсатор. Подключаем его параллельно с лампой. Он не только служит для ограничения мерцания лампы, но и для питания умного выключателя, как бы выполняя роль нулевой линии. Как вы слышите, при включении и выключении света раздается небольшой пик. Вот это номер. Я хотел назвать этот выключатель бесшумным. Я попробовал отключить этот конденсатор. Как вы видите, все работает и без него. Но я все же буду следовать инструкции и установлю этот конденсатор. В отзывах люди писали, что мол гудит, но откровенно я ничего не слышу.
Включаем нашу цепь в работу и проверим нагрев конденсатора через полчаса. Спустя полчаса, как видим, выключатель и конденсатор практически не нагрелись. Так что опасений для установки я не вижу. В монтаже ничего сложного нет. Обесточиваем линию и демонтируем старый выключатель. Подключаем провод к контактам L и L1 и закрепляем наш выключатель в подразделитель болтами из комплекта. Теперь защелкиваем нашу крышку, и наш выключатель готов к работе. Следующим шагом нам надо снять нашу люстру и подцепить конденсатор. Там тоже ничего сложного в этом нет. И как вы видите, все работает без проблем. Звук включения и выключения уже не пикает. Просто небольшой клац-клац от кнопки. Не понимаю, зачем было устанавливать эту пищалку. Но в целом, ребят, китайцы такие китайцы. Еще раз скажу, эта версия выключателя с ZigBee протоколом, а значит для работы в умном доме нужен будет ZigBee шлюз. Ссылка в описании под видео. Сбрасываем наш выключатель. Для этого 5 раз включаем и выключаем его. Раз, два, три, 4, 5. А на 6-й раз держим кнопку выключения в течение 5 секунд, пока выключатель не пикнет 3 раза. После этого светодиод начнет мигать. Устанавливаем, запускаем приложение Smart Life. Жмем плюсик в верхнем углу и выбираем любое устройство с протоколом работы ZigBee. Дальше выбираем наш шлюз для подключения. Убеждаемся, что у нас светодиод быстро мигает. И переходим к поиску устройства. Устройство нашлось и опозналось как AZB Switch. Я его переименую в выключатель гостевая. С главного окна программы управлять выключателем, к сожалению, не получится. При физическом изменении выключателя текущее состояние будет меняться и в программе. Выключать и включать свет можно не только из домашней Wi-Fi сети, но отовсюду, где есть интернет-подключение. Перейдя внутрь плагина, мы видим одну кнопку включения или выключения. Если будет 2- или 3-кнопочной, то кнопок будет, соответственно, 2 или 3. Мне не очень понравилась индикация работы, когда выключатель выключен, все серо-черное. Когда включаем, то кнопка становится черной. Как по мне, включенную кнопку лучше бы сделали синей. Ну, а не по сути в тон с выключенной. Можно установить различные таймеры. Таймер на выключение или включение, выбрав день недели, время и когда выключатель включится, или то же самое, когда он выключится. Либо же установить таймер обратного отсчета, через какое время устройство изменит свой статус. Если было включено, выключится, и наоборот. После этого в меню появится таймер, который можно или сбросить, или удалить, либо ждать его выполнения. Настроек немного, но они есть. Если у нас более одной клавиши, то можно включать или выключать все одним касанием. Думаю, это довольно удобно. Также можно выставить поведение выключателя после пропадания света. Я всегда ставлю «Помнить состояние устройства». А также можно выключить или включить светодиод индикации работы, если он мешает нам в ночное время. Автоматизацию я тут могу придумать или по солнечной активности, или по открытию двери, или по датчику движения. Давайте сравним включение света при заходе солнца и его выключение при восходе. Как видим, в умном состоянии можно не только включать или выключать каждый выключатель, но и все вместе, а также создавать таймер обратного отсчета. Тут же зачем-то сделали изменение статуса при пропаже света, а также возможность изменения статуса подсветки. Выбираю включение света и повторяю. То же самое действие на выключение с восходом солнца. Получилась такая вот автоматизация умного дома. Как вы сами видели, довольно неплохой выключатель для реализации системы умного дома. Работает без нуля и по сути может быть установлен взамен любого выключателя, превратив любую лампочку или люстру в умный гаджет. За свои деньги вполне нормальное рабочее решение. Из минусов отмечу только этот пик при включении и выключение. Я откровенно от семиструнного девайса ожидал тикового включения и выключения, а не писка.
Подключение по ZigBee протоколу я выбрал осознанно, так как считаю, что это более лучший вариант, чем Wi-Fi, если у вас более десятка девайсов умного дома. Все ссылки на товары в описании под видео. Там же находится ссылка на группу в телеге, где вы найдете не только новинки по системе умного дома, а также купоны, акции, прочее общение и ответы на ваши вопросы. Также, пожалуйста, не забывайте поставить лайк, если видео вам понравилось, подписаться на канал, чтобы пропустить другие интересные видео про систему умного и не очень дома. Всем всего хорошего, пока-пока.